варить спонтанно. Захотелось спонтанно, это было очень давно. Когда я покупала в одном из рукодельных магазинов полосочки для квиллинга. Это из бумажек скручиваются всякие фигурки, и из фигурок собираются целая огромная картина. Увидела полочки с товарами для мыловарения. И все, я поняла, что рано или поздно я буду варить мыло. То есть, это интересно, ты же становишься и парфюмером, ты рецепты создаешь, то есть ты творец. Если брать композиции из эфирных масел, я сейчас в свободном поиске, скажем так. Я пробую смешивать масла по одной капле того. Потом, соответственно, ты слушаешь эти ароматы, что-то нравится, что-то не нравится. Есть какие-то уже базовые, какие-то устойки, что лаванду, например, с мятой или с лимоном можно смешать. И вот так вот методом проб и ошибок. Если в большинстве своем в мыле я использую отдушки. Американские отдушки, во-первых, они очень имеют огромную палитру ароматов. Прежде всего, когда ты делаешь что-то своими руками. Ты это сделал, ты можешь трогать. Взял в руки, ты это трогаешь, ты это видишь, можешь нюхать, можешь мыться. Отдельный кайф, именно кайф, это когда покупатели пишут то, что им понравилось, то, что ты делаешь. То есть получается, что ты прожил, наверное, день или два, сколько ты потратил на изготовление. Ты прожил это время не зря. То есть ты ощущаешь, что за счет тебя начинает что-то двигаться, кому-то нравится. И, соответственно, то есть даришь людям радость. С печатью, с авторской. Такая просто красота. Затраты на закупку материалов относительно ударяет по кошельку, все на самом деле очень относительно. Когда у тебя есть заказы, естественно, оно окупается, отбивается оно сразу. Я спустила 5000 на масло, 4000 у меня вышли пакеты, и вот сейчас надо на визитки 2500. В конце концов, ты знаешь, деньги можно и занять, с учетом того, что ты знаешь, что это все отобьется и вернется к тебе. Без этого просто нельзя, это конвейер. Скоро я буду открывать свою фирму. Это мечта, но в то же время это цель. Сейчас я уточнила все юридические нюансы, связанные с этой деятельностью. И буквально вчера у меня было очень хорошее настроение. Я поняла, что сделать это все будет относительно легко. Я планирую реализацию в нескольких точках продаж. То есть здесь вопрос основной связан с сертификацией. Многие магазины не принимают мыло ручной работы только потому, что на него нет сертификата. Детей у нас растет вначале сад, потом школа, потом институт, потом работа. Работа, знаешь, своего рода стабильный доход. Да? То есть ты привыкаешь, что ты пришел, 15 числа ты получил зарплату, аванс, 31 ты получил зарплату. И ты перекладываешь бумажки с места на место, тут прочитал. То есть я на протяжении 8,5 лет занималась, по сути, одним и тем же. Сказать, что я испытывала какое-то моральное удовлетворение от этой работы, нет, никогда. Мне очень сложно было как раз-таки с коллегами работать, было сложно в плане того, что они никогда не понимали, как я так живу. То есть я могла на работу, я ходила с рюкзаками с мылом, по 3, по 4, действительно так. Бывало и по 5 килограмм, то есть я из Новогиреева на Комсомольскую с рюкзачком. Там часть раздал, после работы часть раздал, потом поехал за ребенком, и все, и по новой. Ты знаешь, они не верили, наверное, никогда, что у меня может что-то получиться. Но были моменты, когда мне говорили, что это кто-то покупает. Коллеги коллегами, а друзья друзьями, близкие близкими.
сейчас я могу сказать, что я начинаю стремиться к идеальной жизни. Вот именно к идеальной, потому что утром я уже не вскакиваю в холодном поту с криками, что я проспала. Я отвожу ребенка, и где-то там с 8 до 6 вечера, даже может быть до половины 7, это мое время. Я могу заниматься домашними делами, я могу заниматься мылом, косметикой, а потом полностью уже переключаешься, идешь за ребенком и посвящаешь уже время с ребенком. Мы даже гулять на улице стали. То есть, если раньше, когда я работала, я за ребенком прибежала, все, Анфиса, бегом домой. То есть мы мимо площадки мы проходили, а теперь мы каждый вечер мы гуляем. Мужу деваться некуда. Это если честно, ему деваться некуда, но поначалу относится всегда ко всем моим начинаниям скептически, а потом, наоборот, начинает поддерживать. Поддерживает на данный момент вся семья, все помогают, все поддерживают. Никто не знает, что будет завтра. Ни ты, ни я, никто не знает. Поэтому сейчас говорить и зарекаться не буду, не вижу смысла. А вообще, в моих мечтах составить конкуренцию вашу. Но это, ты знаешь, это, наверное, ближе к старости. Я не знаю, я действительно не знаю, как пойдет вообще все. Но ты знаешь, в свободном плавании намного лучше. Я живу этим, я работаю. Если я сама в себя верить не буду, ничего не получится.